Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Я давно не писала, не записывала мастер-классы, но сейчас я восстанавливаю свой канал и хочу начать писать мастер-классы, потому как нужно идти дальше, несмотря на те обстоятельства, которые на нас, скажем так, на те обстоятельства, которые на нас обрушились. Был такой период в моей жизни, когда я не хотела даже брать крючок в руки. Но сейчас надо идти дальше. Мне опять хочется вязать. Мне опять хочется что-то, какие-то мастер-классы создавать. Нужно двигаться дальше, справляться со стрессами. И сегодня я хочу связать, на моем канале есть уже мастер-класс на Соника. И так как мой мастер-класс и на большого Соника, и на маленького уже есть, я бы хотела связать игрушку Соника с ярнар джинса, с полухлопка, потому что многие девчонки вяжут именно с полухлопка. Многим нравятся маленькие игрушечки небольшие. Поэтому я бы хотела связать с ярнар джинс. Я, конечно же, извиняюсь за свет, потому что я сейчас нахожусь не дома. Мне пришлось выехать. Я записываю в таких можно сказать, полевых условиях, так как с собой взяла основную тетрадь, где записывала мастер-классы, которые есть уже на моем канале. Давайте начнем. Значит, я буду вязать Соника из полухлопка. Я уже связала ножку. Ножка, значит, вот такая вот она небольшая получилась. Но очень аккуратненькая, красивенькая. Я не вязала игрушку. Я буду вязать ее вместе с вами. Поэтому вязание, то есть корректировать весь мастер-класс я буду в процессе вязания. Эта ножка связана в точности, как и ножка на большого Соника. Только единственное, что из полухлопка. Я сейчас вяжу, я буду вязать Соника из ярнар джинс. Мне очень нравится эта ниточка. Значит, и беру я свои, как обычно, основные цвета. Это красный. Заранее прошу прощения, если я не буду называть, какие номера цветов, потому что, может быть, для кого-то это и не важно. Но вы берите приблизительные те цвета, которые вам нравятся и вам подходят, потому как у меня не сохранились этикетки и не могу сказать, какие это номера. Красный — это у меня 90 номер. Вот такой вот ярнар джинс. Это будет у меня ботиночки. Дальше основной синий у меня будет, он такой аж васильковый, такой вот он не голубой, а такой вот ярко-синий цвет. Белый. И взяла для тела розовый цвет, он такой бледно-розовый цвет, но он, конечно, не передает, по-моему, не передает, он такой вот нежно-розовый. Нежно-розовый цвет — это для цвета мордочки, животика, ручек, для цвета тела. Также у меня черный цвет для носика. И такой вот я взяла, как обычно я беру цвет глаз у нашего Соника. Значит, я буду делить эту ниточку на двое, так как я буду вязать глазки крючком 1,5 миллиметров. Поэтому у кого будет ярнар джинс, кто будет вязать ярнар джинсом, то я думаю, тоже нужно разделить ниточку на двое. По-моему, в ярнар джинс ниточка в 4 сложения, если я не ошибаюсь.
да, по-моему, в 4 сложения. Да, в 4 сложения. Вот, и разделить эту ниточку вдвое для того, чтобы цвет глаз сделать, связать цвет глаз нашему сонику. У меня будет такой вот бирюзовый цвет. Если вы захотите какой-то другой, вы можете взять любой другой цвет. Понадобится также маркер, ножницы и крючок. Полностью соника я буду вязать крючком номер 2. У меня это двоечка. Вот единственное, что я глазки буду вязать, значит, крючком номер 1 и 5. И давайте приступим к нашему вязанию. Итак, начинаем вязать ножку. Берем красный наш цвет. Я пока отложу эти цвета, так как в ближайшее время они нам не понадобятся. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Маркер ставим в первую петлю для того, чтобы не потерять нашу первую петлю. В последнюю петлю мы провязываем 3 столбика без накида. То есть в одну петлю мы провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Дальше разворачиваем вязание, и по другой стороне мы провязываем 2 столбика без накида, 1, ввязывая при этом хвостик в наше вязание, 2, и в последнюю петлю мы провязываем прибавку, 1 и 2. Подтягиваем наш хвостик. Хвостик можем обрезать. И продолжаем наше вязание. Итак, второй ряд мы провязываем таким образом. Снимаем наш маркер и провязываем в первую петлю прибавку. Раз. И сюда же провязываем второй столбик без накида. Маркер ставим в первую петлю. Значит, провязываем следующие 2 столбика без накида. 1, 2. И дальше провязываем 3 прибавки. В одну петлю первая прибавка, в следующую петлю вторая прибавка, 2 столбика без накида, и в следующую петлю, последнюю, в третью, тоже прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И дальше провязываем 2 прибавки. В одну петлю 2 столбика без накида. И в следующую петлю. Так. Не туда. 2 столбика без накида. Все, провязали мы второй ряд. Вот такой вот у нас получается. Такая деталь получается. И дальше мы провязываем третий ряд.
Провязываем 1 столбик без накида. И следующая прибавка. Маркер ставим в первую петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. Вернее, нет, 1 столбик без накида, вторая прибавка в одну петлю. В одну петлю 2 столбика без накида. Дальше 1 столбик без накида. И дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида. И дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка, следующую прибавка. Опять 1 столбик без накида и в следующую прибавка. И так мы закончили с вами 3-й ряд. Вот такая вот деталь у нас получилась. 4-й ряд провязываем таким образом. Один столбик без накида, в следующую петлю 2 столбик без накида, ставим маркер в первую петлю. Так. И дальше провязываем прибавку. Дальше провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Дальше провязываем прибавку. Дальше опять 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше прибавка. 1 и 2. Опять 2 столбика без накида. И дальше опять прибавка. Так, теперь опять 2 столбика без накида. И дальше 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше 1 столбик без накида. Так. Я, если честно, уже разучилась немного вязать. 2 столбик без накида и прибавка. Как-то у меня немного... Или это от стресса. Так, вот такая вот деталь у меня получилась. 5-й ряд. 5-й ряд вяжем за заднюю петлю. У нас должно получиться 28 столбиков без накида. Снимаем маркер и за заднюю петлю мы провязываем без прибавок и убавок 28 столбиков без накида. Ставим маркер в первую петлю. У меня такой тут стол скользящий, такой гладкий. Итак, давайте до конца ряда мы с вами провяжем за заднюю петлю 28 столбиков без накида. И встретимся с вами. Просмотрев первый мой ролик, дубль, скажем так, да, я увидела, что там очень мутные есть такие
моменты. Вот, поэтому я перешла в другое место. Здесь у меня деревянный стол. Конечно, здесь тоже есть тень, но, возможно, здесь будет лучше видно и будет четкость. И давайте продолжим. Значит, мы провязали 5-й ряд за задний столбик, за заднюю стеночку петли. У нас должно получиться 28 столбиков без накида. Дальше 6-й и 7-й ряд мы вяжем за полную петельку. Снимаем маркер и вяжем уже за полную петельку 2 ряда. Так, провязали мы 6-й и 7-й ряд. Вот такой вот ботиночек получается у нас. Итак, 8-й ряд. Снимаем маркер и провязываем 4 столбика без накида. 1, 2. Ставим маркер в первую петлю. 3 и 4. Теперь провязываем одну убавку полустолбиком с накидом. Делаем накид, вводим крючок в петлю, выводим ниточку рабочую, делаем опять накид, в следующую петлю захватываем рабочую нить. И так у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек на крючке мы провязываем. Так, не спешить, потому что не всегда получается. Еще раз, у меня не получилось. Так, следующее провязываем 1 столбик без накида. Затягиваем петельки, чтобы у нас были хорошие соединения. Так, дальше мы провязываем еще одну убавку полустолбиком с накидом. Делаем накид, вводим в петлю крючок, выводим рабочую нить, дальше опять накид, в следующую петлю выводим рабочую нить и провязываем. В следующую делаем столбик без накида. Дальше опять делаем убавку полустолбиками с накидом. Дальше столбик без накида. Дальше опять делаем убавку полустолбиком с накидом. Дальше столбик без накида. Опять полустолбик. Опять убавку полустолбиками с накидом. Дальше столбик без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас остается 7 петелек. Просчитайте 1 от маркера. Просчитайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще нам нужно сделать одну убавку полустолбиком с накидом. То есть делаем накид и провязываем еще одну убавку. Дальше провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такая уже получается туфелька. Дальше снимаем маркер, 9-й ряд. 9-й ряд вяжем таким образом: 4 столбика без накида. Ставим маркер в первую петлю.
Еще провязываем 2 столбика без накида. И дальше провязываем 6 убавок полустолбиками с накидом. Делаем опять накид. И вот так вот провязываем 1 убавочка. Вторая. Третья. Или вторая. Уже запуталась. Так, еще раз считаем. 1, 2, 3, 4. Да, третья убавка у меня. Дальше. Главное не запутаться в петлях. Так, четвертая. Нет, не получилось. Тут немножко, конечно, сложнее, но... Так, раз и 2. Так, вот это вот уже будет четвертая убавка полустолбиком с накидом. Дальше 5-я убавка. И 6-я убавка полустолбиками с накидом. И дальше до конца ряда мы с вами провязываем 6 столбиков без накида. То есть у нас должно получиться по кругу 16 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, мы провязали. У нас в ряду получилось 16 столбиков без накида. Дальше 10 ряд мы провязываем без изменений. 16 столбиков без накида. То есть просто по кругу провязываем 16 столбиков без накида, 10 ряд. Итак, провязали мы 10 ряд. Теперь мы будем менять ниточку. Обрезаем красную, нам она уже не понадобится. Берем синюю, ту, которую мы приготовили. И теперь будем ввязывать 11 ряд. 11 ряд мы провязываем таким образом. За заднюю стеночку петли красную ниточку убираем. И за заднюю стеночку петли мы провязываем 11 ряд. Все время захватываю не той стороной нитку. Провязываем, подтягиваем ниточки. Мы их потом просто завяжем и спрячем вовнутрь. Провяжем несколько стежков за заднюю стеночку петли. Вот таким вот образом по кругу, провязав несколько стежков, я обычно завязываю ниточки. Ой, прошу прощения. Так. Завязываю ниточки на узелочек и прячу вовнутрь. У меня есть тут такое
пинцет. Вот вспомогательный. Вот я спрятала их вовнутрь и все. И дальше по кругу, продолжая за заднюю стеночку петли, давайте провяжем полностью по кругу. Итак, провязали мы 11 ряд. Теперь с 12 ряда по 24 ряд вот эту вот часть мы должны провязать 16 столбиков без накида по кругу. Но я провязываю 4 ряда. Провязав 4 ряда, почему? Нам нужно набить ножку, потому что потом будет очень ее неудобно набивать. И провяжем вот эту вот часть, вот этот вот беленький ободочек, чтобы нам было удобно. Потому как, когда мы набьем эту ножку, то уже будет неудобно нам вывязывать вот эту вот часть. Поэтому давайте провяжем с 12 по 15 ряд, 4 ряда провяжем. И встретимся с вами и будем дальше провязывать белой пряжей. Ну вот провязала я буквально 4 ряда. Вот я набила уже ножку плотненько, чтобы, в принципе, оно приобрела ножка форму, наш ботиночек. Вот эту часть я не набивала, потому что мы сейчас будем провязывать вот этот вот окантовочку эту. Берем белую ниточку. Синюю мы не обрезаем, потому как мы будем продолжать вязать. Поэтому находим, значит, в 11 ряду, где мы провязывали за заднюю петлю синей пряжей, у нас осталась передняя петелька. И вот за переднюю петельку мы с вами будем провязывать бортик наш. Ниточку, хвостик мы не ввязываем. Значит, делаем воздушную петлю. И начинаем провязывать, убираем хвостик и начинаем провязывать за передние полупетельки в 11 ряду столбики без накидов. Вот так 16 столбиков без накидов, без прибавок и убавок мы с вами провязываем бортик. И таких рядов нам нужно провязать вот 1, 2, 3 ряда. 3 ряда нам всего лишь нужно провязать белой пряжей. Сначала первый ряд мы провязываем за полупетельки. Дальше мы, как обычно, провязываем, продолжаем вязать по кругу 3 ряда. Давайте мы с вами провяжем и встретимся. Итак, связала я ножку. Значит, смотрите, провязала я 3 ряда. Зафиксировала уже узелочки. Зафиксировала ниточки. Иголочкой я вставила вовнутрь ножки. Вот, и они очень хорошо закреплены. Значит, провязала я также 24 ряда вверх. То есть с момента того, как мы, получается, за заднюю стеночку петли с 11 ряда начали вязать, с 11 по 24 ряд я провязала 16 столбиков без накида по кругу. Вот, и вот такая вот ножка у нас получается. Что дальше? Теперь нам нужно сделать вот эту вот тесемочку вокруг нашего ботиночка. Значит, смотрим, значит, где мы и как мы будем делать. Берем белую ниточку. Оставляем хвостик такой вот, чтобы можно было иголочку вставить и тоже вовнутрь спрятать ниточку. Подлиннее хвостик оставляем. И смотрим, где у нас получается, делаем первую петельку. А первую петельку делаем где-то приблизительно вот здесь вот. И делаем мы ее за переднюю стеночку, там, где мы делали за заднюю стеночку петли в 5 ряду. Мы вязали за заднюю стеночку петли переход на наш ботиночек. И вот за переднюю стеночку мы с вами вводим крючок, ниточку, хвостик оставляем хвостик и провязываем, просто провязываем воздушные петли.
Провязываем то количество петель, которое нам необходимо для того, чтобы закрепить. Для того, чтобы закрепить их вот здесь вот. Я их не считала, я просто приблизительно вот так вот смотрела, когда у меня можно будет сделать вот сюда. Так. Вот так вот прикрепить. Вот так вот я закрепила. То есть я ввела на этой стороне через переднюю стеночку красного ботинка и петлей на крючке. Дальше я делаю воздушную петлю. И вот в каждую петлю я делаю соединительный столбик. Вот таким вот образом. Просто соединительные столбики. В каждую воздушную петлю так, здесь у меня не получилось. Закрепляю я точно так же. Введу иголочку. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, как я это делаю. Вы можете закреплять по-другому. Вот, ну я... Тут у нас тут хвостик, можно его подтянуть. Вот. И теперь обрезаем ниточку. Вот обрезала я ниточку и делаю закрепительную петлю. Все. Вот здесь вот такая вот тесемочка. Теперь я беру иголку. Так. И смотрите, вставляю в иголку с тупым ушком наш кончик. И просто ввожу вот сюда, в начало нашего ряда. Так вот. И подтягиваю. Видите, прячется ниточка. Теперь я еще несколько стежков сделаю, чтобы закрепить. Можно вот так вот сделать. Теперь уже пряча ниточку, мы ее уже не натягиваем, а просто вот так вот. И в любое место ее выводим. Обрезаем ниточку. И все. Все, теперь берем хвостик второй. Вводим наш хвостик. И опять же вводим и подтягиваем. Все. Теперь путаем ниточку, чтобы она запуталась в ножке, чтобы она не распустилась. Вот. Выводим ее в любое место. И тоже несколько раз и обрезаем.
Все. Теперь наша тесемочка готова. Вот такие вот ножки у нас готовы. Ниточку синюю мы не обрезаем. Она у нас остается, потому что сейчас мы будем делать с вами туловище, мы будем соединять с вами ножки. Сейчас я переставлю камеру, чтобы было лучше видно, и встретимся с вами. Итак, ну что ж, давайте будем соединять ножки. Значит, я закончила конец ряда, у меня вот получается сзади ножки, сзади. Буду я соединять их в задней части. Поэтому довязываем до серединки нашей ножки. Вот до серединки. Находим серединку. Можете вот так вот сложить деталь и приблизительно серединку найти ножки. Давайте довяжем. У меня это получится 1, 2. Так. 2. 3. И 4. У меня это получилось вот 4 столбика без накида. Это будет серединка нашей ножки. Делаю я 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяю, вот беру заднюю часть ножки, смотрю приблизительно, где у меня серединка. Вот. И ввожу в эту петлю и делаю столбик без накида. Столбик без накида — это и будет начало нашего ряда. Вот первый столбик без накида. Теперь мы провязываем по этой ножке, так как у нас здесь 16 столбиков без накида. Один мы уже провязали, это будет наш соединительный, поэтому нам еще нужно провязать 15 столбиков без накида по кругу. Дальше давайте провяжем 15 столбиков без накида. Итак, провязав до конца, то есть 15 столбиков, значит, как мы будем вязать. Вот я уже отметила маркером начало ряда нашего. Вот как мы будем провязывать вот эти вот 3 воздушные петли. Значит, для того, чтобы не было дырочек по углам, я провязываю таким образом. Вот здесь вот на углу я ввожу крючок вот в эту вот петлю, где у нас маркер стоит, то есть первую петлю вывожу рабочую нить. И вот в первую воздушную петлю, вот так вот будет мне удобнее, подтягиваю ниточки и ввожу в первую воздушную петлю, которую мы провязывали, соединяли. Подтягиваю сильно. Вот, и провязываю 3 петли на крючке, я их провязываю. Таким образом мы скрываем дырочку, которая может быть на ножке нашей. Дальше провязываю еще один столбик без накида. И следующую петлю, которая у нас вот воздушная петля, провязываю точно так же. То есть раз. И сюда же, откуда выходила воздушная петля, 2. И провязываю 3 петли на крючке, провязываю таким вот образом. И у нас плотненько, и не будет дырочек. Здесь тоже мы провязываем, так как у нас первая петля уже занята, значит, мы провязываем 15 столбиков без накида по ножке. В итоге у нас должно получиться 38 столбиков без накида.
Давайте провяжем до 15 столбиков до начала наших воздушных петель. Итак, провязав 15 столбиков без накида, теперь с этой стороны по воздушным петлям мы провязываем 3 столбика без накида. И в конце ряда у нас должно получиться 38 столбиков без накида, если я правильно посчитала. 16, 16 это будет 32. И 3 по 3 воздушным петлям с одной и с другой стороны это 6. Да, это будет 38 столбиков без накида. Давайте с вами провяжем эту часть и встретимся. Итак, кстати, провязала я уже 3 столбика без накида. В конце мы провязываем обычные 3 столбика без накида. Мы не делаем так, как вязали в начале с передней части. То есть уже у нас дырочек не будет, поэтому мы провязываем просто 3 столбика без накида. Дальше, значит, вот мы довязали до конца ряда. Следующий ряд. Как мы провязываем? Снимаем маркер. И по ножке провязываем 16 столбиков без накида. То есть там, где маркер, это уже у нас будет первый столбик без накида и наше начало ряда. Вот. Ставим маркер в первую петельку. И провязываем с вами 16 столбиков без накида до наших воздушных петель. Итак, провязав, мы довязали до 3 наших воздушных петель у нас на ножках. Значит, каким образом мы провязываем эти 3 воздушные петли? В первую петлю мы провязываем с вами прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше мы с вами провязываем 1 столбик без накида. Тут немножко неудобно, но вот. И следующую, в третью воздушную петлю мы провязываем 2 столбика без накида, прибавку. Вот таким вот образом. Дальше мы провязываем 16 столбиков без накида на последующей ножке. Довязав до наших воздушных петелек, мы делаем точно так же. То есть провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем обычный столбик без накида. И в последнюю петлю мы провязываем прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 42 столбика без накида. Петельки маленькие, смотрите, не потеряйте их. Вот так вот мы провязали еще один ряд. Дальше. Четвертый ряд мы провязываем таким образом. Мы делаем прибавки только на животе. Значит, мы провязываем 18 столбиков без накида. Снимаем маркер. И провязываем один, 2, 3. Ставим маркер в первую петлю, первый столбик, чтобы не потерять начало ряда. И провязываем 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, я прошу прощения, я ошиблась. Значит, нам нужно провязать не 18 столбиков без накида, а 17 столбиков без накида. Провязываю 17 столбик без накида. Дальше провязываем прибавку. Прибавку. Петельки очень маленькие. Дальше провязываем 1 столбик без накида.
Дальше провязываем прибавку. И дальше провязываем до конца ряда столбики без накида. В конце ряда у нас должно получиться 44 столбика без накида. Итак, провязали мы до конца ряда 4 ряд. Вот, значит, сейчас, теперь с 5 по 9 ряд. 5, 6, 7, 8 и 9. 5 рядов мы с вами провязываем без прибавок и убавок 44 столбика без накида. Давайте провяжем и встретимся. Итак, провязали мы 9 рядов. Вот такой вот у нас, видите, уже получается животик у сонника. Так, теперь 10 ряд. 10 ряд мы делаем 2 убавки на животе. В тех местах, где мы делали прибавки. Значит, снимаем маркер. И провязываем 17, просто 17 столбиков без накида. Каждую петлю один столбик без накида. Ставим обязательно маркер в первую петлю, чтобы не потерять ряд. И давайте провяжем 17 столбиков без накида. Итак, провязав 17 столбиков без накида, делаем убавки на животике. Значит, за передние полупетельки. Раз. В следующую петлю 2. Мы провязываем убавку. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Дальше второй столбик без накида. И делаем убавку. За передние полупетельки. Делаем убавку. И дальше до конца ряда мы с вами провязываем без прибавок и убавок столбики без накида. У нас в конце ряда должно получиться 42 столбика без накида. И дальше с 11 по 13 ряд. Это получается 11, 12, 13 ряд. 3 ряда мы с вами провязываем 42 столбика без накида. Итак, провязали мы 13 рядов. Вот такой вот у нас получается. Значит, дальше провязываем 14 ряд. 14 ряд нам нужно сделать по бокам. Мы должны сделать убавки. Не имеет значения вот конкретно сколько петель нужно провязать. Главное вот так вот соединяете деталь и вот по бокам сделать убавочки. Давайте с вами провяжем. Я просто здесь даже не считала петли, сколько нужно провязать. Я делала это все на глаз. Итак, давайте провяжем. Провязав первую петлю, обязательно ставим маркер, чтобы не потерять ряд. Итак, давайте провяжем просто до боковой части нашего туловища. И у нас получится приблизительно 1, 2, 3, 4. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот провязала я 10 столбиков без накида и дальше делаю убавку. Дальше провязываю до следующей части, до следующей боковинки нашего туловища. Тоже делаю убавку и провязываю дальше. То есть у нас в 14 ряду нужно сделать 2 убавки по бокам. И в конце ряда у нас должно получиться 40 столбиков без накида. Дальше 15 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 40 столбиков без накида. Итак, 18 ряд. 18 ряд провязываем таким образом.
ой, прошу прощения, 16. 16 ряд. Провязываем таким образом. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2. Ставим маркер в первую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и делаем убавку. За передние полупетельки мы провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда еще 3 раза. Всего должно быть 4 убавки в этом ряду. 2. И в конце ряда у нас, в конце 16 ряда у нас получается 36 столбиков без накида. 17 и 18 ряд мы провязываем 36 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Провязав 18 ряд, я уже набила до серединки, набила холофайбером туловище, потому что идет уже на уменьшение, и там будет сложнее ее набивать, поэтому я тоже вам рекомендую набить туловище, набить ножки плотненько. Вот и продолжаем мы с вами вязать 19 ряд. 19 ряд вяжем таким образом. 7 столбиков без накида. 1, 2. Ставим маркер в первый столбик. 3, 4, 5, 6, 7 и делаем убавку. За передние полупетли мы с вами провязываем убавку. 1 и 2. Дальше до конца ряда нам нужно сделать еще 3 убавки. В конце ряда у нас должно получиться 32 столбика без накида. И 20 и 21 ряд мы провязываем 32 столбика без накида. Итак, 22 ряд провязываем таким образом. Значит, снимаем маркер. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Ставим маркер в первую петлю. 4, 5 и 6. И провязываем убавку за передние полупетли. Так мы должны провязать еще 3 раза. В 22 ряду у нас получается 28 столбиков без накида. 23 ряд мы провязываем без изменений. 28 столбиков без накида. 24 ряд. Провязываем таким образом. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3. Ставим маркер в первую петлю. Так. Первый столбик. 3, 4 и 5. И провязываем убавку за передние полупетельки
первая петля, следующая. Так. И так нужно провязать до конца ряда еще 3 раза. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. 25-26 ряд мы провязываем без прибавок и убавок, 24 столбика без накида. Итак, вот я провязала 26 рядов. Я уже еще набила туловище. Вот, можете посмотреть. Видите, за счет двух прибавок, как видно, округленький животик. То есть не вот такой вот плоский, как сзади, а вот такой вот округленький. Вот формируется уже наше тельце. А вот и в 27 ряду мы будем ввязывать ручки. Будем ввязывать ручки. Для этого я связала одну ручку. Вот такая вот ручка. Я не стала вязать пальчики, потому что они слишком манюсенькие. Будет очень неудобно их вязать. И я решила, что упростить, скажем так, ручку. А вот и просто разделила ладошку ниточками. Вышила просто ниточками. Вот, я надеюсь, вам видно. Вот. И вот мы будем ввязывать уже, значит, в тело ручку. Значит, и теперь свяжем с вами ручку. Для этого я сейчас тоже приготовлю белую и розовую пряжу. И начнем с вами вязать вторую ладошку. Итак, начинаем вязать ручку. Значит, ручка у нас где правая, где левая, не имеет значения, потому что мы будем вязать две одинаковые ручки. Значит, начинаем мы с белой пряжи. Итак, провязываем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. Раз. Два. И 3. Ставим маркер в первую петлю, чтобы не потерять первую петельку. В последнюю петлю нашей цепочки мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание, вяжем уже по второй стороне воздушных петель, при этом ввязываем хвостик. Провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. В последнюю петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Первый ряд у нас готов. Итак, второй ряд. Снимаем маркер. Подтягиваем, можно подтянуть хвостик и его обрезать, чтобы он не мешал. Второй ряд. В первую петлю мы провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Маркер ставим в первую петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Раз и 2. Дальше провязываем 3 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида.
1, 2 и 3. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И в последние 2 петли мы провязываем 2 прибавки. 2 столбика без накида в одну петлю. Первая прибавка и вторая прибавка. Третий ряд готов. Ой, второй ряд готов, прошу прощения, второй ряд готов. Третий ряд провязываем таким образом. 1 столбик без накида, следующая прибавка. Маркер ставим в первую петлю. Дальше мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжем по схеме. 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида, следующую прибавка. 1 столбик без накида и в следующую прибавка. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Дальше опять по схеме 1 столбик без накида, прибавка. Дальше опять 1 столбик без накида и в последнюю прибавка. И так провязали мы третий ряд. В третьем ряду у нас должно получиться 22 столбика без накида. Дальше с 4 по 7 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 22 столбика без накида. Это будет 4, 5, 6 и 7 ряд. 4 ряда. Давайте с вами провяжем и встретимся. Итак, провязали мы 4 ряда. Вот такая вот у нас деталь уже получается. 8 ряд, как мы провязываем. С 8 ряда начинаются убавки. Провязываем таким образом. 1 столбик без накида. Ставим маркер. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И дальше убавка за передние стеночки петли. Мы провязываем убавку. Дальше еще нужно сделать до конца ряда еще 3 раза и в конце провязать еще 1 столбик без накида. В конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида и 9 ряд мы провязываем без изменений 18 столбиков без накида и встречаемся. Итак, 10 ряд провязываем таким образом. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Маркер ставим в первую петлю. Так, это 1, 2, 3, 4. Вот сюда ставим. В первую петлю ставим маркер. Дальше провязываем убавку.
Убавку провязываем за передние полупетельки. Выводим рабочую нить и провязываем. Так нужно провязать еще 3 раза. В конце ряда у нас получается 15 столбиков без накида. 11 ряд провязываем без изменений. 15 столбиков без накида. Итак, я прошу прощения, в 10 ряду мы делаем 3 убавки. Я сказала 4, нужно 3. 4 столбика без накида, 1 убавка. Так нужно повторить 3 раза. И в конце получится 15 столбиков. Значит, следующий 12 ряд. Мы провязываем 15 столбиков без накида и меняем уже ниточку и вяжем за так, 12 ряд провязываем таким образом. Во-первых, мы меняем ниточку на розовую. Дальше провязываем 12 ряд за заднюю стеночку петли. То есть ниточку беленькую мы не обрезаем, мы ее кладем наверх, потому как мы будем с вами провязывать вот здесь вот рукавичку. Поэтому мы вперед откладываем ниточку, мы ее не провязываем, берем розовую, где она тут у меня, вот она, значит, и провязываем за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли захватываем, хвостик убираем. И провязываем. Итак, весь 12 ряд вот за заднюю стеночку и провязываем. Для того, чтобы провязать манжетик мы будем провязывать за переднюю стеночку 12 ряда. Поэтому мы белую ниточку не обрезаем. Маркер можно уже не одевать, потому что смена нити, она покажет, сколько рядов нам нужно провязать. Поэтому так. И последняя петелька в этом ряду. Вот мы провязали с вами, значит, 12 ряд. Дальше с 13 по 24 ряд мы должны провязать вот такой вот манжетик. Но я советую вам провязать, и мы с вами провяжем 5 рядов. То есть один ряд мы уже провязали. Давайте провяжем еще 4 ряда. Для того, чтобы набить нашу ладошку, провяжем манжетик, потому что потом будет неудобно вязать. Поэтому давайте с вами провяжем еще 4 ряда розовой пряжей, а провязывать мы будем с вами уже за полную петельку. Вот уже за полную петельку. То есть мы уже не будем за заднюю стеночку петли, мы должны провязать по кругу за полную стеночку, за полную петельку 5 рядов. Давайте провяжем и встретимся.
Итак, провязала я 5 рядов розовой пряжей. Набила ладошку. Ладошка набита слегка, то есть она мягенькая такая, для того, чтобы прошить пальчики, и они были заметны. Не плотно набиваем, а слегка, средней плотности. Дальше закрепила маркером петельку розовой пряжи. И теперь возвращаюсь к белой нашей пряже. Вот. Там, где у нас осталась беленькая пряжа, мы сейчас будем вязать вот такую вот рукавичку, то есть вот такой вот манжетик. Для того, чтобы он был такой вот пухленький, я вяжу этот манжетик задней части. То есть я вяжу этот манжет изнаночной стороной. Тогда он закручивается и становится кругленьким. Вот, смотрите, вот он не прямой, а вот такой вот кругленький. И так смотрится, мне кажется, красивее. Поэтому я разворачиваю ладошку и вяжу изнаночной стороной наверх. Ввожу крючок в переднюю полупетельку нашего в 11 ряду, вернее, в 12 ряду. И начинаю, вывожу первую петельку, делаю воздушную петлю и в каждую петельку провязываю столбик без накида. То есть у меня должен получиться 15 столбиков без накида. Вяжу легко, не туго, не так, как мы ручку вяжем, а вот слегка, чтобы петельки наши были не плотные. И тогда изнаночная сторона пока будет снаружи и будет красиво закручиваться. Так. И провяжем таким образом по кругу. Провяжем 4 ряда. Вот так вот по кругу провязываю. Никаких соединительных петель мы между рядами не делаем. Мы вяжем просто по кругу. Вот провязав до конца ряда, вот я делаю воздушную петлю, провязываю такой же столбик без накида. И вот так вот, таким вот образом в каждую петельку провязываю 4 ряда. Давайте с вами провяжем и встретимся. Итак, довязала я уже, значит, ободочек, 4 ряда. Вот такой вот у нас кругленький получается, когда мы вяжем наизнанку. Дальше я довязала до 24 ряда уже розовой пряжей. С 12 по 24 ряд мы вяжем 15 столбиков без накида розовой пряжей. Значит, провязали. Я немножко набила вот эту вот часть. И то слегка, очень слегка набила. Вот эту часть вообще не набивала. Теперь, как мы с вами дальше провязываем. Провязываем, соединяем столбиками без накида две части нашей детали ручки. Провязываем через... Так, посмотрю сейчас. Столбик передний и задний.
Вот таким вот образом соединяем две части нашей детали. И таким вот образом провязываем, соединяя у нас должно получиться 7 столбиков без накида. Последний он туго. Ну. Итак, давайте посчитаем, сколько у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такой вот получается обрезаем ниточку коротенькую, так как у нас мы будем ручки ввязывать, поэтому мы хвостик не оставляем. Делаем, затягиваем, и вот такая вот ладошка получается. Теперь мы с вами провяжем пальчики для того, чтобы выделить пальцы. Прошьем. Итак, я уже приготовила ниточку с тупым концом. Взяла белую пряжу, джинс, такую, как и вязали мы ладошку. И сейчас будем прошивать в 4 ряду. То есть мы просчитываем 1, 2, 3, 4. В 4 ряду мы прошиваем с вами. И с другой стороны 1, 2, 3, 4. Вот таким вот образом мы прошиваем с вами пальчики наши. Оставляем здесь хвостик. Вот таким вот образом. И в то же самое место прошиваем 3 раза. Для того, чтобы затянуть наше... Что я запуталась уже. Ага, вот. Для того, чтобы поправляем пальчик, придерживаем ниточку и немножечко затягиваем. Точно так же делаем еще раз. В том же самом месте. Затягиваем и еще раз. Когда мы делаем 3-й раз, мы выводим уже на следующий пальчик. Мы выводим уже на следующий пальчик наискосок. Затягиваем 3-ю. И уже прошиваем здесь 2-й пальчик. Уже во 2-й пальчик прошиваем. Так. И прошиваем 3 раза. Третий раз, когда будем затягивать, выводим уже на большой пальчик. Большой пальчик мы с вами провязываем вот уже в 7 ряду. В 7 ряд выводим нашу напротив, получается, напротив последнего пальчика мы выводим вот в 7 ряд. Затягиваем. И теперь вот так вот наискосок, придерживая пальчиком, выводим большой пальчик, мы с вами прошиваем. Вот, и затягиваем. Дальше еще раз.
И еще раз, чтобы окончательно прошить. Все, затянули. Вот такая вот ладошка у нас получается. Теперь вводим в то же самое отверстие, а выводим там, где был у нас хвостик. То есть выводим вот сюда, в первый пальчик. Аккуратненько, не спешите. Вот в первый пальчик выводим там, где был наш хвостик. Вот там, где наш хвостик, мы выводим иголочку. Теперь отрезаем, завязываем узелочек. Наше соединение. Теперь отрезаем. И когда у нас остается вот хвостик, мы его прячем вовнутрь. Все. И вот такие вот две ладошки у нас получается. Правая и левая. Вот такие вот две ладошки. Все. Теперь возвращаемся к нашему туловищу. Итак, в 27 ряду в нашем туловище мы будем вязывать ручки. Значит, я уже поставила маркером, где мы будем их вязывать. То есть я приблизительно делаю, я делю наши части. То есть у нас 24 столбика без накида. Впереди у меня 6 столбиков. Почему? Потому что когда я буду вязывать ручки, они будут немножечко вот так вот смотреть вперед. И это меня устраивает. Значит, в конце, вернее, впереди у нас будет 6 петелек свободных, сзади будет 4. Дальше я просто прикладываю ладошку вот так вот к животику, вернее, к бочку. И вот так вот приблизительно ставлю маркер. Потом я уже их поправляю. Я сделала, значит, разворачиваю туловище. И смотрите, здесь я прикрепила, а здесь нет. Потому что здесь, получается, конец ряда приходится на ту ручку, которую мне нужно прикрепить. У нас соседи делают ремонт, поэтому я прошу прощения, если будет слышно. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать петли смещения. То есть мы сначала давайте до середины вот нашего туловища, до серединки нашего туловища провяжем петли смещения. То есть просто продлим наш ряд. Для чего? Для того, чтобы можно было вязать ручку. И также начало ряда и оставим его. Это будет наша спинка. То есть просто мы провязываем 3 петельки смещения. 2 и 3. Все. И вот этот вот последняя петелька и будет начало нашего ряда. Начало нашего ряда. Теперь мы с вами сможем сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. И теперь наша ручка свободно здесь может поместиться. Все. Теперь как мы провязываем дальше? Начало ряда у нас есть. Это будет начало 27 ряда. Мы будем вязывать ручки. Итак, провязываем до нашего первого маркера, до нашего первого соединения. 1, 2 и 3.
Соединили, вернее провязали. Теперь снимаем первый маркер. Можно снимать сразу два маркера, потому что, в принципе, нам уже не нужно. Мы теперь будем провязывать, значит, в следующую петлю. Мы как провязываем? Значит, вводим крючок в ручку и вводим крючок в петельку на нашем туловище. Я прошу прощения. Вводим петельку на нашем туловище. И смотрите, не потеряйте петельку. Вот. Вот так вот происходит соединение, и соединяем. При этом ввязываем хвостик. Хвостик на нашей ручке мы будем ввязывать. Дальше точно так же вводим крючок в петелечку на нашей ручке и вводим крючок на туловище и провязываем. И вот так вот нужно провязать. Так, подтягиваем. И так нужно провязать все петельки на нашей ручке. То есть все 7 петелек мы с вами... Так, ниточка потерялась. Так. Сделала очень низко камеру для того, чтобы видно было, как я делаю соединение, и она цепляется все время. Теперь так, продолжаем. Не прекращаю снимать мастер-класс для того, чтобы подождать, пока соседи сделают ремонт, потому что я сейчас работаю, и время выделяется, выкраивается очень мало для вязания и создания мастер-классов. Поэтому, конечно же, я не хотела бы, чтобы терялись дни. Так. Еще раз. Терялись дни, терялись часы, потому что подождать, пока мне сделает человек ремонт, это уже будет поздно, и мне уже придется откладывать опять свой мастер-класс на следующий раз. А уже хочется регулярности какой-то. Все, вот таким вот образом мы провязали с вами ручку. Вот. Теперь хвостик мы вкладываем в наше туловище, чтобы он нам не мешал. И провязываем дальше переднюю часть. Так, где мы провязали? Угу. 1, 2. Так, итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Немного не видно. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь мы с вами будем ввязывать следующую ручку. Вот следующая ручка. Снимаем маркер
И провязываем точно так же, ввязывая. Так, эту ниточку мы спрячем. Так, теперь берем дальше, вводим крючок в ручку нашу, вводим на туловище и соединяем ручку точно так же, как и соединяли первую. В каждую петелечку 7 столбиков без накида мы должны с вами ввязать в наше туловище. Так, вот. Подтягиваем ниточки. И следующее. Следующая петелечка. При этом ввязываем ниточку. Не забываем, что мы ниточку с вами ввязываем. Эта процедура не быстрая. Ну, это один ряд. Я думаю, что можно потерпеть, чтобы не упустить петельки. Внимательно и аккуратненько все провязать. Так, следующую. Так. Так. И еще 2 петельки осталось. Так, не пойму. Ага, вот. И последняя петелька. Все, затем я поменяю ракурс. Телефона. Поставлю его немного выше для того, чтобы можно было немножко. Все. Вот так вот мы с вами провязали ручки. Вот такое вот тело получается. Вот. Ручки мы с вами ввязали. Опять хвостик вылез. Мы его сейчас туда спрячем. Второй хвостик мы делаем точно так же. Подтягиваем первую ниточку. И хвостик прячем вовнутрь. Можно его, конечно, обрезать, если он мешает. Вот. И вот так вот получается. Мы вязали ручки. Так. Следующий у нас 28 ряд. В 28 ряду мы будем делать с вами убавки. Итак. Снимаем маркер и провязываем таким образом. 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. Ставим маркер в первую петлю. И дальше мы делаем с вами убавку. Да что ж такое? Дальше мы делаем с вами убавку. Значит, за передние стеночки раз и два. Так.
Вот, мы провязываем убавку. Так. Теперь таким образом мы должны сделать еще 4 раза. То есть в 28 ряду мы должны делать убавку через каждые 4 столбика без накида. И в конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков без накида. Дальше 29 и 30 ряд мы провязываем 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок, 2 ряда. Давайте мы с вами провяжем и встретимся. Итак, провязав 30 рядов, сейчас мы будем с вами вывязывать голову. Значит, голову вывязывать будем таким образом. Снимаем маркер и провязываем 31 ряд. 4 столбика без накида. 1, 2. Ставим маркер в первую петлю. Так, в первую. 2, 3, 4. И провязываем следующую прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда еще 4 раза. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида. И дальше я не буду вам провязывать, я просто расскажу, потому что там в каждом ряду нужно будет делать прибавку, поэтому не буду задерживать ваше время. Я думаю, прибавки вы уже поняли, как вязать. Поэтому мы провязываем 32 ряд. Я вам продиктую, как нужно вязать, и мы провяжем это самостоятельно. 32 ряд мы провязываем таким образом: 3 столбика без накида, 1 прибавка, и так повторяем 6 раз. В конце ряда должно получиться 30 столбиков без накида. 33 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда 36 столбиков. 34 ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 повторений. В конце 42 столбика без накида. 35 ряд. 6 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 повторений. 48 столбиков без накида. 36 ряд. 7 столбиков без накида, 1 прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда 54 столбика без накида. С 37 ряда по 49 ряд мы провязываем без изменений 54 столбика без накида, 13 рядов. И уже встречаемся с вами, когда мы провяжем все эти ряды. Я думаю, все понятно. Если будет непонятно, обязательно пишите мне в комментариях. Все, давайте с вами провяжем. Итак, провязали мы 49 рядов. Значит, я уже набила туловище очень плотно и набила шейку. Набила шейку для того, чтобы, когда мы будем набивать следующую часть, потому как мы сейчас будем делать с вами убавки. Поэтому вот эту вот часть, чуть выше горлышка, нужно ее набить очень плотно, потому что если вы будете набивать потом, будет это неудобно и будут такие выпуклости. Набивать нужно постепенно. Сейчас мы с вами будем делать убавки. Значит, 50 ряд провязываем таким образом. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Ставим маркер в первую петлю. Нам нужно провязать 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязав 7 столбиков без накида, делаем убавку. За передние полупетельки мы провязываем убавку. Так нужно провязать еще 6 повторений. В конце ряда у нас будет 48 столбиков без накида. И дальше я вам продиктую, как делать убавки. Делать убавки точно так же, как и прибавки.
Значит, 51 ряд, 6 столбиков без накида, 1 убавка, 6 повторений. Провязываем. В конце ряда получается 42 столбика без накида. 52 ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце ряда у нас получается 36 столбиков без накида. 53 ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда получается 30 столбиков без накида. 54 ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда получается 24 столбика без накида. 55 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка. Повторяем так 6 раз. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. 56 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда получается 12 столбиков без накида. 57 ряд, 6 убавок. В 58 ряду мы стягиваем иголочкой каждую петельку. Давайте с вами и постепенно при этом набиваем плотно голову. Давайте с вами провяжем убавки, стянем иголочкой и встретимся. Итак, я довязала голову, уже набила ее. Голова плотненькая. Теперь я оставила хвостик для пришивания, закрепила ниточку и оставила хвостик, уже одела иголочку. И теперь, чтобы закрепить, стянуть вот этот вот шовчик, там где 6 петелек у нас осталось, я буду стягивать этой иголочкой. Значит, я в каждую петельку, за полупетельку я буду иголочкой стягивать рабочую нить. И постепенно стягивается наше колечко. Так, запуталась. Так, вот колечко наше стянуто. Теперь я закрепляю ниточку. Обычным узелком. Для того, чтобы не было вот этой выпуклой части, я иголочку ввожу в серединку. Вот в серединку. И вывожу в любое место. Главное, чтобы иголочка попала между петельками. Потому что если попадет в петлю, чтобы она не повредила петельку. Вот. И теперь таким образом вот так вот подтягиваю, втягиваю туда. Видите, оно втягивается, втягивается. Вот. И уже, видите, не видно вот этой выпуклой части. Теперь путаю ниточку в голове. Запутываю ниточку. Вот таким вот образом. Обрезаю ниточку. Все, обрезаю ниточку. И вот у нас уже получилась вот такая вот уже голова. Такой вот человечек у нас получается. Теперь приступаем к вывязыванию ушек.